Снежная императрица была успешно запечатана Электролюксом внутри духовного моря Хуихао, однако она еще не стала его кольцом или духовной душой. Как же это произойдет? Когда Хуихао вместе с Вандуном были в клане Чистого Неба, произошел ряд непредвиденных событий. Там оказался очень необычный феномен ледяного атрибута – кровать ледяного нефрита. Энергия, высвобождаемая из кровати эссенции ледяного нефрита, подобно силе небес и земли. Энергия ледяной императрицы Скорпионов также могла быть значительно усилена, поэтому она предложила Хуихао попытаться стать сильнее. Сначала ледяная императрица открыла свою печать, чтобы объединить свою энергию с Хуихао. Процесс высвобождения ее силы сопровождался болезненными ощущениями, но значительно улучшил совершенствование Хуихао благодаря кровати эссенции ледяного нефрита. Хуихао чувствовал, что после нескольких часов его духовная сила прорвалась через 46-й ранг и достигла 47-го. С его нынешней скоростью он довольно скоро сможет подняться и до 50-го ранга. Все бы хорошо, но внезапно новая сила пробудилась. Золотая жемчужина Снежной Императрицы начала быстро вращаться в теле Хуихао, прежде чем она начала поглощать духовную силу в его теле. Также хочу напомнить, что у меня есть только одна официальная группа в Telegram, называется, как и канал, Киномикс. Хотя есть много других классных групп в Телеграме по боевому континенту, но меня вы можете найти именно здесь. Также, если у вас есть желание поддержать канал, вы можете сделать это на Boosty или Donation Alerts, а также став спонсором канала, например, на месяц. Других способов поддержать меня пока что нет. Всем большое спасибо за активность и поддержку новых видео. Да, запечатанное происхождение Снежной Императрицы было активировано раньше времени. До этого Электролюкс советовал начать слияние Хуихао со Снежной Императрицей лишь при достижении 70-го ранга. Сейчас все 4 существа в духовном море Хуихао начали паниковать. Ледяная императрица изо всех сил старалась закрыть печать в теле Хуихао. Все дело в том, что запечатанная сила происхождения Снежной Императрицы была воспламенена энергией происхождения небес и земли, содержащейся в кровати ледяного нефрита. Если это будет продолжаться, то все внутри Хуихао просто взорвется. Даже Электролюкс ничего не мог поделать. Хуихао верил, что они смогут подавить силу, и призвал всех бороться до конца. Ледяной шелкопряд предложил свою силу, прощаясь с Ледяной Императрицей, и признается ей в любви. Они объединяют силы, чтобы предотвратить катастрофу. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Ледяной шелкопряд был готов пожертвовать собой ради спасения всех остальных. Золотые кольца вокруг его тела оторвались от него и улетели. Все 7 колец быстро собрались в воздухе и полетели к Электролюксу. Все духовное происхождение ледяного шелкопряда вошло в посох. Глаза Электролюкса также ярко засветились. В этот момент зажглось 5 разных сил от 5 разных существ. Дикая и ужасающая аура была высвобождена из тела Хуихао. Как и сказал ледяной шелкопряд, единственным человеком, который мог остановить эту трагедию, был Электролюкс. Тот, кто обладал остатками своего божественного сознания и опытом, которого не было у других. Хуихао передал контроль над своим телом Электролюксу. Так поступили и все остальные души внутри Хуихао. У них появится возможность на выживание, только если они будут работать все вместе. Дамин и Эрмин в клане Чистого Неба также ощутили эту величественную силу. Они приказали всем эвакуироваться. Вандун также был обеспокоен. Суммарная сила этих аур уже превзошла совершенствование Дамина и Эрмина. Они вошли и наблюдали за Хуихао. Тот сейчас испытывал сильнейшую боль, подобную, как он сливался с Ледяной Императрицей. Снежная жемчужина непрерывно впитывала всю силу и увеличивалась в размерах. Электролюкс загорелся белым пламенем внутри духовного моря. По плану необходимо отделить жемчужину от тела Хуихао, а уже потом с помощью крови Хуихао снова слить ее обратно. 2 мастера клана Чистого Неба также помогали. Когда они объединились, они полностью подавили снежную жемчужину и предотвратили ее взрыв. Электролюкс и Хуихао провели ритуал для стабилизации снежной жемчужины, в которой начал развиваться эмбрион Снежной Императрицы. Электролюкс использовал свои последние силы, чтобы завершить процесс, при этом его тело становится все более иллюзорным. Он попросил Хуихао пожертвовать своей кровью, чтобы стабилизировать эмбрион, и Хуихао это делает. Снежная жемчужина трансформируется в золотой шар, который затем поглощается Хуихао. Электролюкс дает ему последнее наставление, напоминает о важности праведности и прощается. В результате использования огромной силы Хуихао получает серьезные травмы.
Его духовное море серьезно повреждено, и он впадает в бессознательное состояние. В процессе восстановления он обнаруживает, что его духовная сила уменьшилась, но в его глазе судьбы появился золотой зародыш, который тесно связан с его собственной духовной силой. Хуэйхао также понимает, что 2 из 4 духовных отпечатков в его духовном море исчезли и переживает глубокую скорбь. Электролюкс полностью исчез, пожертвовав своим божественным сознанием для спасения Хуэйхао и перерождения Снежной Императрицы. Хуэйхао продолжает свое восстановление, понимая, что теперь он связан с новым духовным существом, которое является новой формой жизни Снежной Императрицы. Да, поступок Электролюкса достоин уважения. Он сделал все, чтобы помочь Хуэйхао и всем душам внутри. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.